Гастрольный тур Максима Галкина по Австралии начался с двух чрезвычайных происшествий. Галкин начал свой гастрольный тур по Австралии на 2 месяца ранее положенного срока. Основная причина – это невостребованность его концертов на земле обетованной. На протяжении 3 месяцев Максим Александрович будет выступать в крупнейших городах Австралии, таких как Мельбурн, Сидней и Аделаида. Однако чрезвычайное происшествие произошло уже на 2-й день прибытия Максима Галкина в Австралию. Сопровождающий пародистка в поездке миллиардер Михаил Прохоров и его новый спонсор, английский фотограф Ян Колик, перестали выходить на связь после того, как поехали в отдаленный уголок Австралии. Стало известно, что Михаил Прохоров и Ян Колик отправились на островное государство Новая Каледония для открытия собственного благотворительного фонда и раздачи гуманитарной помощи. Однако спустя несколько часов бизнесмены и сопровождающие их местные люди перестали выходить на связь. Администрация города Сидней уверяет Максима Галкина, что повода для беспокойства нет. Однако социальные подписчики Прохорова и Яна Колика все же беспокоятся, так как Новая Каледония – это единственное островное государство в мире, где еще можно встретить каннибалов. Максим Галкин попытался пошутить на эту тему, но было видно, что пародист взволнован. Ведь Ян Колик не только романтический друг Максима Галкина, но и его главный спонсор. Напомним, что Ян Колик – это английский бизнесмен и фотограф польского происхождения, который с недавнего времени оказывает знаки внимания Максиму Галкину и является спонсором его концертов. Ну а второе чрезвычайное происшествие произошло прямо во время первого концерта Максима Галкина в городе Сидней. Стало известно, что на выступлении присутствовала русская диаспора, которая негативно отнеслась к политическим взглядам Максима Галкина и его супруги. В начале концерта Максима Галкина пытались освистать, и пародисту пришлось начать выступление с 30-минутным опозданием. У русской диаспоры, живущей в Австралии, есть обычай. Они всегда приветливо встречают российских артистов, оплачивают им проживание и питание и дарят подарки. Однако Максиму Галкину не довелось испытать дружелюбие своих земляков. Как стало известно, диаспора недовольна, что Максим в трудный момент для России порочит свою родину. Когда мы уже заканчивали это видео, стало известно, что Максим Галкин завершил свой первый концерт в Сиднее. Однако Михаил Прохоров и Ян Колик на связь так и не выходили.